Луана, молодая 25-летняя серферша, сидя на своем гидроцикле, смотрела на горизонт. Ярко светило солнце, а море было спокойным, идеально подходящим для приключений. Она поправила шлем и крепко держалась за руль, чувствуя соленый аромат моря и ветра на лице. Она всегда хотела кататься на волнах этого отдаленного острова, известного тем, что является одним из самых сложных в стране. Мысль о том, чтобы покорить эти водные вершины, ощутить прилив адреналина и преодолеть собственные пределы, мотивировала ее. Луана вставила ключ в замок зажигания, быстро взглянула на приборную панель и ускорилась. Гидроцикл двинулся вперед, рассекая кристально чистую воду. Луана почувствовала смесь волнения и страха. Она знала, что путешествие будет нелегким, но была готова. Остров приближался, и Луана замедлила ход, внимательно наблюдая за затопленными скалами. Внезапно гидроцикл столкнулся со скрытой скалой. Луана потеряла управление, и машина начала тонуть. Она попыталась отреагировать, но было уже поздно. Гидроцикл медленно спускался, забирая с собой его оборудование и мобильный телефон. Луана вынырнула на поверхность, тяжело дыша. Он огляделся, но не увидел никаких признаков твердой земли. Остров был близко, но казался очень далеким. Она начала плыть к берегу, чувствуя тяжесть реальности. Она была одна, без связи и не знала, когда ее спасут. Когда она добралась до пляжа, Луана в изнеможении бросилась на песок. Он смотрел на море, теперь снова спокойное, как ни в чем не бывало. Она знала, что ей нужно найти другой способ общения. Он встал и начал исследовать остров, выискивая любые признаки цивилизации. Солнце начало садиться, отбрасывая золотое сияние на остров. Луана увидела вдалеке маяк, возвышающийся, как одинокий гигант. Это была его единственная надежда. Она знала, что ей нужно туда попасть, но внутренний голос предупреждал ее о возможных опасностях. «Что меня там может ждать?» — подумал он. Луана почувствовала дрожь. Приближалась ночь, и ей нужно было найти укрытие. Он начал искать материалы для строительства убежища, зная, что следующее путешествие будет еще более сложным. Луана проснулась на рассвете, чувствуя тяжесть одиночества. Она провела ночь в импровизированном укрытии из веток и листьев. Сон был нерегулярным, со странными звуками и завыванием ветра вдалеке. Она встала, вытянулась и огляделась. На острове стояла тишина, если не считать шума волн. Она начала исследовать остров в поисках еды, воды и любых признаков цивилизации. Пляж был завален ракушками и камнями, но ничего полезного не было. Луана пошла по небольшому ручью, который нашла, в надежде найти источник питьевой воды. Пройдя несколько минут ходьбы, мы вышли к небольшому водопаду. Вода была кристально чистой, и Луана почувствовала огромное облегчение. Выпивая, Луана заметила вдалеке фигуру. Его сердце забилось на мгновение, пока он не понял, что это всего лишь тот маяк, который он видел накануне. Она чувствовала смесь надежды и отчаяния. Маяк был его единственной надеждой на спасение, но он казался таким далеким. Луана провела день, исследуя остров в поисках фруктов, орехов или любого другого источника пищи. Он нашел несколько пальм с кокосом и небольшой урожай диких фруктов. Она ела достаточно, чтобы оставаться сильной, и продолжила свой путь. С наступлением темноты Луана вернулась в убежище и села у входа. Он смотрел на море, испытывая сильную тоску по своей семье и друзьям. Она задавалась вопросом, не ищет ли ее кто-нибудь. На небе начали появляться звезды, и Луана почувствовала себя маленькой перед Вселенной. «Что я здесь делаю?» Задавался он вопросом. «Почему я выбрал это приключение?» Ответов не приходило, только шум ветра и яркость звезд. Луана вздохнула, закрыла глаза и позволила заснуть, окруженная тишиной острова.
Маяк вдалеке стоял как напоминание о его борьбе за выживание и спасение. Луана проснулась на рассвете, чувствуя себя более решительной. Она знала, что ей нужно добраться до маяка, чтобы позвать на помощь. Путешествие было трудным, но у меня не было выбора. Он быстро собрался и направился к маяку, который величественно стоял вдалеке. Приближаясь, Луана заметила странное движение в воде. Внезапно из глубины показалась большая белая акула. Она замерла, боясь подойти ближе. Акула, казалось, защищала маяк, кружа вокруг сооружения с навязчивой интенсивностью. «Чего ты хочешь, а? Это мой единственный способ выбраться отсюда». Выдохнула Луана, пытаясь скрыть свой страх. Акула смотрела на нее неподвижно. Луана медленно отступила, не отводя глаз. Она знала, что не сможет противостоять животному. Его сердце забилось, а разум начал метаться от мыслей о страхе и отчаянии. Луана вспомнила истории об акулах, которые нападали на людей. Она почувствовала, как дрожь пробежала по ее спине. Ей нужно было найти другой способ добраться до маяка. Он наблюдал за окружающей обстановкой, ища лазейку. Акула, казалось, не удалялась от места. «Он что-то защищает», — подумала Луана. «Или кто-нибудь». Она начала анализировать поведение акулы, искать закономерности. Он заметил, что немного отдаляется, когда вдалеке проплывают лодки. У Луаны была идея. «Может быть, я смогу использовать это в своих интересах», — подумал он. Луана решила понаблюдать за акулой подольше, надеясь найти возможность. Солнце начало садиться, отбрасывая золотое сияние на сцену. Маяк оставался недосягаемым, но Луана не сдавалась. Она знала, что должна найти способ преодолеть этого стража глубин. Здесь подпишитесь или скопируйте текст. Для перевода Луана провела следующий день, наблюдая за акулой, анализируя ее движения и закономерности. Она заметила, что у него предсказуемое поведение. Всякий раз, когда группа рыб проходила рядом с маяком, акула преследовала их. Это был его шанс. «Если я отвлечу внимание, я смогу добраться до маяка», — планировала Луана. Она начала искать материалы для создания ловушки. Он нашел веревку из растительных волокон, куски дерева и несколько крючков, которые нашел на берегу. Из этих материалов Луана создала простую ловушку для привлечения рыбы. На следующий день Луана привела свою стратегию в действие. Он установил ловушку в море возле маяка и стал ждать. Акула не заставила себя долго ждать, погнавшись за рыбой. Луана воспользовалась отвлечением, чтобы поплыть к маяку. Его сердце забилось, когда он увидел, что акула вернулась и находится неподалеку, но сумела добраться до скал, которые дают доступ к маяку. Он поднялся по ступенькам. Задыхаясь, он добрался до вершины и обнаружил небольшую комнату со средствами связи. Луана почувствовала дуновение надежды. «Я сделал это!» — воскликнул он. Но при попытке воспользоваться рацией, Луана поняла, что она повреждена. Она почувствовала приступ отчаяния. Луане нужно было найти другой способ попросить о помощи. Он начал искать другое полезное оборудование. Он нашел дымовую шашку и аптечку. «Я могу использовать сигнальную ракету, чтобы привлечь внимание», — подумал он. Луана спустилась с маяка, готовая к следующему испытанию. Акула все еще была там, но она не испугалась. Она знала, что была ближе к спасению. Следующий день Луана провела, наблюдая за акулой, анализируя ее движения и закономерности. Она заметила, что у него предсказуемое поведение. Всякий раз, когда группа рыб проходила рядом с маяком, акула преследовала их. Это был его шанс. «Если я отвлечу внимание, я смогу добраться до маяка», — планировала Луана.
Она начала искать материалы для создания ловушки. Он нашел веревку из растительных волокон, куски дерева и несколько крючков, которые нашел на берегу. Из этих материалов Луана создала простую ловушку для привлечения рыбы. На следующий день Луана привела свою стратегию в действие. Он установил ловушку в море возле маяка и стал ждать. Акула не заставила себя долго ждать, погнавшись за рыбой. Луана воспользовалась отвлечением и побежала к маяку. Его сердце бешено колотилось, когда он поднимался по ступенькам. Она знала, что акула может вернуться в любой момент. Задыхаясь, он добрался до вершины и обнаружил небольшую комнату со средствами связи. Луана почувствовала прилив надежды. «Я сделал это!» — воскликнул он. Но при попытке воспользоваться рацией, Луана поняла, что она повреждена. Она почувствовала приступ отчаяния. Акула все еще была там, внизу, в ожидании. Луане нужно было найти другой способ попросить о помощи. Он начал искать другое полезное оборудование. Он нашел дымовую шашку и аптечку. «Я могу использовать сигнальную ракету, чтобы привлечь внимание», — подумал он. Луана спустилась с маяка, готовая к следующему испытанию. Акула все еще была там, но она не испугалась. Она знала, что была ближе к спасению. Луана была спасена и доставлена в лодку. Когда она уходила с острова, она почувствовала смесь эмоций: облегчение, благодарность и нотку грусти за то, что оставила позади такой интенсивный опыт. Он оглянулся, наблюдая, как маяк удаляется. «Я сделал это», — подумал он. «Я преодолел препятствия и выжил». На лодке Луану встретили водой, едой и медицинской помощью. Свою историю она рассказала спасателям, которые выслушали ее с благоговением. Один из них, пожилой мужчина с опытом хождения под парусом, посмотрел на нее с уважением. «Ты настоящий воин», — сказала она. Луана улыбнулась, чувствуя гордость. На обратном пути она размышляла о своем путешествии. Он думал об акуле, маяке и извлеченных уроках. «Жизнь состоит из трудностей», — заключил он. «И каждый из них делает нас сильнее». По прибытии на сушу Луану встретили родственники и друзья, которые эмоционально обняли ее. Она снова рассказала свою историю, вспоминая каждую деталь. «Я никогда не забуду этот опыт», — пообещал он. Луана неделями восстанавливалась, но ее мысли уже были сосредоточены на следующем испытании. Она начала планировать новое приключение, еще более сложное. Море со своими тайнами и опасностями продолжало звать ее. «Следующая остановка — океан», — прошептал он, улыбаясь. И вот Луана вернулась к своей жизни, укрепленная опытом на острове. Его авантюрный дух оставался непоколебимым, готовым принимать новые вызовы.